Здравствуйте, меня зовут Ирина. Сегодня мы разберем, как читать вывески и надписи в самых популярных местах. Ваше путешествие по новой стране, как правило, начинается с аэропорта. Основные надписи, которые вам полезно знать, это прибытие, отправление, рейс, расписание, выдача багажа. Если вы прибыли на поезде, то вы увидите такие надписи: выход к поездам, выход в город, платформа, путь. Все они продублированы на английском. Однако на железнодорожном или автовокзале вы можете столкнуться с надписями, которые представлены только на русском языке. Например, зал для курящих, зал для некурящих, зал ожидания, зал ожидания повышенного комфорта, это платный зал, касса, суточная касса. Туалеты обозначены универсальными знаками, поэтому найти их для вас не составит труда. Единственное, следует запомнить: буква «Ж» означает женский туалет, а буква «М» – мужской. При входе в магазин на двери вы увидите следующие надписи: «Открыто-закрыто» и «От себя на себя». Магазины, в которых вы сможете приобрести сувениры, будут иметь вывеску «Сувениры». Магазины, где вы сможете приобрести еду, называются продуктовыми. Продуктовый магазин. В России популярные супермаркеты с едой называются «Азбука вкуса», «Лента», «Ашан», «Метро». Чтобы оплатить покупку, ищите надпись «Касса». Если вам понадобится купить лекарство, то следует искать знак зеленого креста и надпись «Аптека». Важными надписями в любом здании являются вход и выход. Также вы можете встретить предупреждающие вывески: «Вход запрещен» и «Вход воспрещен». Обе эти надписи имеют одинаковое значение. Из запрещающих надписей вам могут встретиться и такие: «Выхода нет», «Прохода нет», «Проход закрыт», «Не курить», «Не сорить», «Стоянка запрещена», «Стоп». Важно запомнить такие предупреждающие знаки, как «Осторожно», «Окрашено», «Внимание», «Опасно». Гуляя по городу, вы встретите такие вывески: почта, парикмахерская, ремонт обуви, библиотека, театр, кафе, ресторан, отель, больница, банк и многие другие. За один урок невозможно перечислить все вывески и надписи, которые вам встретятся во время путешествия. Поэтому мы будем рады, если вы оставите ваши вопросы и пожелания на нашем сайте www.learnwithgirl.com. До встречи!